Я Марина Николаева, и мы рассмотрим проблемы с ногтями с точки зрения психосоматики. Что же означает у нас деформация или проблемы с ногтевыми пластинами на руках и ногах? Собственно, физиология ногтей, она очень проста. Ногти – это роговые пластины, которые прикрывают верхнюю конечность пальцев, рук и ног, ну, то есть защищают кончики пальцев на руках и ногах от травматизма. И по своей структуре ногти похожи на кожу, волосы, и с одной стороны они защищают кончики пальцев от повреждений, с другой стороны они помогают нам во многих делах, то есть почесаться, что-то ухватить, что-то выковырять, зацепить, поцарапать кого-то. И есть научное название, медицинское название проблем с ногтевыми пластинами – это ониходистрофия. Собственно, это собирательный такой термин, который используется для обозначения заболеваний, любых проблем с ногтевыми пластинами, которые сопровождаются изменением ногтей, это цвета, формы, структуры ногтей. С психологической точки зрения, любые проблемы с ногтевыми пластинами, с ногтями имеют в основе две темы – агрессия, нападение и защита. И психосоматика проблем с ногтями связаны, в первую очередь, с защитными функциями человека, то есть с его ощущением защищенности, с его умением защищать себя. И у человека, у которого есть проблемы, любые проблемы с ногтевыми пластинами, это связано с темой его ощущения защищенности, безопасности в жизни. И, конечно, такие темы обычно идут у нас из детства. Могут быть обиды на родителей, связанные с защитой еще в детстве. И такой человек мог потерять доверие к близким еще в детстве. И у него может выработаться механизм рассчитывать только на себя или постоянно искать защиту у других людей, попадая в зависимые отношения. Действительно, деформация ногтевых пластин в первую очередь это проблемы с защитными функциями, и это проблема ощущения защищенности или незащищенности по жизни в жизни, что, как мы уже говорили, формируется в раннем детстве, как у ребенка формируется понятие семьи, место дома, как безопасного пространства. У взрослого это ощущение незащищенности уже часто сопровождается самообвинениями: я какой-то не такой, я несостоятельный, я неудачник, ничего у меня не получается. И в конечном итоге у такого взрослого просто осталось ощущение незащищенности. Он ищет эту защиту у других людей, но сам себя защищать так и не научился. Ногти на пальцах рук чаще имеют еще очень сильную тему про агрессию, защиту своих границ. Пальцы ног и ногти на ногах больше говорят о направлении движения, особенно большие пальцы ног, которые буквально у нас указывают направление, в котором мы идем. Идет ли человек своей дорогой, в направлении своих целей, радуется ли он своей жизни, получает ли удовлетворение от своей жизни. И проблемы с большими пальцами ног, их искривление, проблемы с ногтем говорят о том, что в этих темах есть проблемы, в этих психологических темах. Если человек грызет ногти, то это может быть показателем того, что он чувствует недостаточную защищенность, ему не хватает заботы, внимания. Такой человек часто чувствует гнев, агрессию на окружающих, но не разрешает ее себе выразить. То есть запрет на выражение агрессии тоже формируется у нас достаточно в раннем детстве. И испытывая эту агрессию, эту злость на близких людей, он чувствует одновременно вину за эти негативные чувства, так как существует запрет, и грызет сам себя. Также погрызание ногтей говорит о том, что человек занимается самоедством, критикует себя за то, что он недостаточно хорош, что у него что-то не получилось. Если у человека ломкие ногти, то это тоже причина самообвинений, что он тоже сделал что-то не так, несостоятелен оказался в чем-то. И это часто
часто бывает у перфекционистов, которые бросают все силы на достижение идеального результата, что приводит к перерасходу жизненных сил и ломкости ногтей. Заболевания ногтей все-таки говорят в первую очередь о функции самозащиты. Вросшие ногти часто говорят о слишком большой самозащите, слишком сильно человек защищается, закрывается от других людей, и это приносит ему душевную боль, точно так же, как и вросший ноготь приносит физическую боль. И если мы уже понимаем, что когти, то есть понятно, что наши ногти – это, в общем-то, то, что получилось из когтей у животных, которые имеют те же самые функции защиты и нападения, то здесь есть прямая аналогия с этими темами у человека для ногтей и ногтевых пластин. Самое распространенное заболевание – это грибок на ногтях. Конечно, причина грибковых заболеваний – это активизация грибков, да, патогенных микроорганизмов. И да, определенные механизмы, физиологические механизмы изучены хорошо. В большинстве случаев этот возбудитель попадает извне, из внешней среды, но и очень часто он распространяется на ноготь просто с кожи самого человека. То есть грибковое заболевание у него уже есть, и оно распространяется на ногтевые пластины. И достаточно часто традиционные врачи рекомендуют в случае проблем с ногтями, особенно грибковых заболеваний, обращаться к психологу или психотерапевту, потому что здесь очень сильные психологические причины. И мы понимаем, что да, грибок ногтей распространяется медленно. Первые признаки, когда человек начинает видеть уже изменения ногтя, вызванные грибком, это начинает бросаться в глаза. Обычно это уже показывает, что процесс зашел достаточно далеко. И для грибков, конечно, есть тоже название, официальное название. Онихомикоз, и часто это воспринимается просто как косметическая проблема, да, потому что ногти выглядят некрасиво, ногти, пораженные грибком, но работать и бороться с грибком нужно не только потому, что хочется вернуть ногтям красивую форму и блеск, и пластину восстановить, но если грибок не лечить, он будет распространяться дальше. Обычно первым поражается большой ноготь на большом пальце ноги. И если не начать лечение, то грибок переходит на другие пальцы ног, и дальше может распространяться это заражение на кожу, вызывая уже зуд, раздражение. Мы знаем, что с точки зрения психосоматики раздражение, зуд, собственно говоря, это прямая ассоциация, да, раздражение на коже, зуд – это всегда показатель имеющегося раздражения, чувства раздражения в жизни человека. Но все-таки это понятная как будто физиологическая причина появления грибка, но мы знаем, что разные микроорганизмы в большом количестве живут в нашем организме постоянно, и постоянно что-то проникает в наш организм из внешней среды. При этом иммунная система успешно борется и успешно контролирует количество этих микроорганизмов, чтобы оно оставалось на безвредном для организма уровне. Когда же может начаться и почему начинается активизация и бесконтрольный рост этих самых микроорганизмов, и в том числе и грибков? Конечно, на падении иммунитета. Иммунная система уже не может так успешно контролировать этот рост, то есть иммунитет падает, а иммунитет, как мы знаем, падает всегда именно на стрессе. И психосоматика грибковых заболеваний – это грибок стопы в первую очередь. Здесь не только ноготь, пальцев ног страдает, чаще всего начинается с грибковых заболеваний стопы, и это следствие какой-то длительной, сильной психоэмоциональной травмы, какого-то травмирующего события, от которого человек никак не может отвязаться. Это событие чаще всего прошлого, но человек постоянно об этом помнит, постоянно возвращается в это прошлое, к этому событию, то есть никак не может его пережить, отпустить, и из-за этого находится в сильном психоэмоциональном
эмоциональном напряжении. Известно, что ногти на ногах поражаются в 10 раз чаще, чем ногти на руках. И грибок на ногтях ног в своей психологической основе имеет то, что человек не отпускает прошлое. И он живет буквально в этом прошлом, он не живет настоящим. И здесь в ногах, в ногтях ног, пальцах ног, в стопах у нас есть одна основная тема. Это неумение легко идти вперед, легко двигаться по жизни, двигаться именно к своим целям, к исполнению именно своих желаний. И здесь рулят страхи. Страх, что не поймут окружающие, отвергнут. И ноги, и в том числе и ногти, на ногах это всегда про трудности с движением вперед по жизни. Грибок пальцев рук, соответственно, и ногтей рук чаще говорит о том, что у человека есть проблемы при взаимодействии с другими людьми, с окружающими людьми и в большинстве случаев с близкими людьми, близкими, значимыми людьми в жизни человека. Ногти, как и кожа, выполняют защитную функцию, и поражение ногтевой пластины на руках всегда рассматривается как сигнал слабости личности, неумения отстаивать себя, особенно в близких отношениях. Тема нарушения границ личности, чаще всего вследствие сформированного еще в детстве запрета на выражение агрессии, злости именно по отношению к близким людям. То есть человек по факту не может себя отстаивать, свое мнение, свои границы в близких отношениях, чаще подчиняется, отступает, избегает конфликтов. Грибок на ногтях ног чаще поднимает тему движения вперед к своим целям и говорит о том, что у человека есть ощущение, то есть невозможности исполнения своих собственных желаний. Да, очень часто люди, которые имеют проблемы с ногтями, имеют параллельно вредную привычку грызть ногти, и это говорит о том, что у них есть ощущение безвыходности ситуации, какого-то бессилия, что-то изменить в ситуации, в жизни. То есть они не имеют ресурсов для управления своей жизнью. Проблемы с ногтями указывают на нашу вторую тему, про агрессию, да, в том числе, да, на стремление подавить внутреннюю агрессию. И эта агрессия чаще всего направлена на близких людей, которые отвергают, избегают или просто уходят, бросают. И такие переживания тоже у нас формируются еще в детстве. А вот это гнев, злость, негодование, связанные с тем, что когда ребенок тянется к родителям, но в ответ получает какое-то физическое нападение, психологическое нападение или уход, да, то, что часто возникает в семье, формирует у ребенка вот это ощущение безвыходности ситуации и невозможности выразить свою злость и агрессию на происходящее в семье. Соответственно, у взрослого человека, у которого остались все эти детские темы, будут проблемы, возможны проблемы, конечно, у него могут быть и другие органические проблемы, заболевания других органов, но мы сейчас говорим о ногтях, ногтевых пластинах и возникновение грибка на пальцах. И другие проблемы с ногтями всегда имеют в основе травматические детские переживания, и считается, что в первую очередь связаны переживания с матерью, с материнской фигурой. Но мы знаем, что материнская фигура, она намного более значима для любого человека, тем более ребенка, чем другие близкие фигуры на определенных возрастах, на определенных стадиях развития ребенка, особенно, да, в ранних возрастах. И деформация ногтевых пластин, да, даже уже не связанная с грибковыми заболеваниями, а любая деформация ногтевых пластин говорит о том, что в окружении уже взрослого человека присутствуют люди, которые им или злоупотребляют, манипулируют, используют, или неприятны ему. Но выразить напрямую свои чувства, в основном это злость, раздражение, агрессия, человек себе не позволяет, и это сигнал, деформация ногтевых пластин, всегда сигнал о беспомощности человека, о его каком-то бессилии что-то изменить, выразить себя, изменить в окружающей обстановке, в окружении близких и, соответственно, утраты жизненных сил.
Основные психологические причины проблем с ногтями. Да. Человек боится признавать трудности, да, очевидные проблемы в своей жизни, он их не принимает, старается не замечать, не видеть, потому что тогда нужно предпринимать какие-то действия, принимать какие-то решения, чтобы устранить эти очевидные трудности и проблемы. И да, это избегающее поведение, и оно рассматривается как защитный механизм, который вырабатывает психика человека в таких ситуациях, но особенно при грибке ногтей такая избегающая позиция только способствует развитию заболевания и еще более глубокому поражению ногтевых пластин. Какие мы обычно рассматриваем основные психологические причины проблем с ногтями? Хроническая усталость, хроническая неудовлетворенность жизнью, приоритет финансовой стороны, то есть человек очень заморочен трудностями или предполагаемыми трудностями в своем материальном благосостоянии, отсутствие внимания к себе, накопленная чаще за многие годы агрессия, неискренность. Такой человек может врать даже самому себе, собственно, ему нужен этот механизм, да, чтобы не видеть какие-то очевидные вещи, чтобы их не решать. Лень, нежелание что-нибудь делать, апатия, чувство безысходности, бессилия, которые обычно возникают у человека, когда он не в состоянии исполнять именно свои желания, достигать своих целей. То есть он знает, что он хочет, но считает это невозможным, или вообще не знает, что он хочет, то есть живет по желаниям и целям других людей. Страхи перед жизнью, высокая тревожность, внутренняя постоянная напряженность и непринятие проблемы, да, когда человек отталкивает от себя проблемы, делает вид, что он их не замечает. То есть люди, которые не могут выразить свои негативные эмоции словами и действиями, вообще подвержены развитию разных кожных заболеваний, потому что кожа, как и ногти, выполняет защитную функцию для человека. И в психологическом плане тоже это защита границ своей личности. Обгрызание ногтей, конечно, это одна из самых послегрибковых заболеваний, а может быть даже и наравне с ними, это самая распространенная такая привычка, существующая привычка у людей, тоже имеет и научное название онихофагия. И эта привычка – это уже невроз, это невротическое действие, если это у взрослых людей, да и у детей, в принципе, тоже. Но что же такое у нас невроз? Невроз – это непрожитое переживание, какие-то очень сильные эмоции, которые не нашли выхода, остались внутри. И здесь важно понимать, что эмоции и чувства, которые у нас возникли, никуда не деваются. Если они не вышли наружу, они остались внутри, залегли где-то на дно, и оттуда периодически всплывают и накрывают человека опять и опять. То есть если чувства не выразились наружу, они остались. И даже если человек уже успокоился, как будто не вспоминает о каком-то травматическом событии, и ему кажется, что он уже все забыл, это не так. Чувства остались, они где-то сидят внутри и работают как такой замедленный механизм замедленной мины. Рано или поздно это вырывается наружу или будет выражаться в постоянной повышенной тревожности. И тогда вот это часто на фоне этой высокой тревожности, невыраженных эмоций возникает вот эта привычка грызть ногти. И да, если еда, уборка тоже считаются способом расслабиться и снять негатив, но чаще такие действия возникают, чтобы успокоить обиду, то грызение ногтей возникает на фоне невыраженной агрессии, невыраженной злости, раздражения, а иногда даже ярости, бешенства, гнева. И это действие, как обгрызание ногтей, действительно успокаивает человека. Ему удается отвлечься, немножко расслабиться и помогает растратить эту негативную агрессию, накопленную злость. То есть он грызет на, собственно говоря, символ агрессии для выражения во внешнем мире, как ногти, когти. Ногти, когти и зубы символически означают агрессию, злость,
злости, да, и грызть ногти – это всегда про накопленную и удерживаемую внутри злость, много агрессии, много раздражения, но оно не выражается наружу, не выходит. И такой человек, ребенок, подросток или взрослый, чувствует сильное внешнее давление, которому он не может противостоять. Он видит и ощущает эти претензии, требования, которые ему предъявляет окружение, и это слишком давит на него и кажется ему невыполнимым. Очень часто такие люди чувствуют, ощущают, что они не могут соответствовать этим требованиям, не могут выполнить то, что от них ждут окружающие, то есть он чувствует свое несоответствие ожиданиям. И это, в свою очередь, вызывает у него чувство вины и агрессию на самого себя. Я какой-то не такой, и он начинает грызть себя за это. Ребенок грызет ногти. Если ребенок, подросток грызет ногти, то в первую очередь мы смотрим на отношения в семье, стиль воспитания, где ребенок чувствует много давления, но не чувствует сил ему противостоять. Что тут надо делать в первую очередь? С ребенком нужно разговаривать, подробно проговаривать все ситуации. Нужно научить его рассказывать про свои чувства, мысли, на что он злится, как можно было бы поступить по-другому. То есть проходим всю цепочку чувства, мысли, действия. Но, конечно же, это в идеале. Да? Как правило, и достаточно часто родители сами не могут разговаривать на эти темы, не знают как. И мало того, обычно в таких семьях есть еще и запрет на выражение злости. И не только злости. Часто в таких семьях вообще чувства не обсуждаются, как бы никакие. И в таких семьях ребенку не помогают найти выход из трудной ситуации, не интересуются его мнением, его мыслями, то есть не ищутся совместные решения какой-то проблемы. И в этом случае мы не обвиняем, конечно, родителей. Родители – это тоже люди, у них тоже есть свои представления, свои навыки, умения или их отсутствие. Но лучше помогает, конечно, психолог, детский психолог, подростковый психолог, особенно в подростковом возрасте. Ребенок уже не хочет делиться с родителями, да и родители часто, как мы понимаем, не могут помочь, особенно если они участники ситуации. Дети грызут ногти по разным причинам. Да, есть проблемы в семье, есть проблемы среди сверстников, у подростков особенно уже на первом месте идет. И такие дети не уверены в себе, не умеют адекватно себя чувствовать, вести, когда сталкиваются с внешней агрессией, с сильным стрессом, с давлением со стороны одноклассников или сверстников. И особенно, если у ребенка, подростка есть такие проблемы и дома, и в школе, и со стороны родителей, и со стороны учителей, то давление и требования наваливаются со всех сторон, и такие дети очень часто грызут ногти и имеют другие невротические проявления. То есть они не могут справиться с проблемами, начинают грызть ногти просто, чтобы уменьшить натиск, выпустить чувства хотя бы таким образом. Да, часто у родителей просто нет терпения или времени, возможности выслушать проблемы. И такой ребенок не знает, как это сделать, не знает, как справиться с этими сильными переживаниями. И грызть ногти – это один из способов избавления от гнева, злости, страха. По-другому они просто не знают, как, или им кажется, что это невозможно сделать. Да? То есть невозможно проявить свою агрессию адекватно. Они не умеют это делать. Если ребенок в возрасте до 10 лет начинает кусать, грызть ногти, конечно, это причина для беспокойства, уже пора разбираться. Мы в первую очередь ищем конкретное травматическое событие. Это часто бывает, что была запускающая ситуация, был сильный стресс, с которого и начался этот процесс, где ребенок не справился со своими переживаниями. И ее можно найти, эту ситуацию, если отматывать назад и анализировать, что происходило в семье, в школе, вообще в жизни ребенка на момент, когда он начал
грызть ногти и чуть-чуть до этого момента. Да? То есть мы часто достаточно легко находим запускающую травматическую ситуацию, оттуда уже можно начинать работу. Да, такое поведение, как обгрызание ногтей, все-таки распространено больше среди детей. Но если человек начинает грызть ногти уже после 18 лет, то это уже звоночек подойти к этой проблеме более серьезно. Это уже может быть признаком сформированного невроза, а может быть признаком обессивно-компульсивного расстройства, тревожного расстройства, которое имеет уже накопленную базу. Поэтому всегда обращаем внимание на эту вредную привычку и не относимся к ней легко. Взрослый грызет ногти. И да, в большинстве случаев эта привычка считается детская привычка, потому что ребенок еще не имеет сформированных навыков, как справляться со своими чувствами. Но примерно треть взрослых по-прежнему не может бросить эту детскую привычку, потому что его детские механизмы реагирования так и не изменились, остались во взрослом возрасте. И это навязчивая привычка, навязчивое действие, признак всегда большого внутреннего стресса, беспокойства, страха, неуверенности в себе, каких-то бесконечных колебаний в принятии решений, сомнений в правильности своего мнения, своего выбора. И у взрослых это часто перерастает уже в навязчивое действие, навязчивое желание совершать повторяющиеся действия, то есть что у нас является признаком обессивно-компульсивного расстройства или тревожного расстройства. И здесь мы уже обращаем внимание на наличие других навязчивых действий. Например, человек может крутить, вырывать волосы, сдирать кожу на пальцах, расчесывать постоянно тело, наносить себе повреждения. Особенно на самоповреждение, конечно, обращаем внимание, потому что наличие уже такого комплекта на привычек говорят о многом. То есть, что у человека уже есть очень высокий уровень тревожности, чувства вины, накопленной агрессии, то есть там уже целый комплект работает. И можно даже, чаще мы говорим о тревожном расстройстве. Если взрослый человек грызет ногти, его обуревает какая-то сильная тревога, волнение, чаще всего в хроническом плане, то есть постоянно, и он пытается справиться с какой-то проблемой или с какими-то проблемами постоянно. Грызение ногтей, как любое навязчивое действие, позволяет отвлечься, расслабиться и сосредоточиться на проблеме, которую он пытается решить. А дети чаще всего такими действиями просто сбрасывают напряжение. Взрослый все-таки в этот момент пытается сосредоточиться и решить какую-то проблему. То есть психологические причины обгрызания ногтей – это нервное напряжение, которая вызвана в первую очередь сдерживаемой злостью, накопившимся гневом, которые не нашли какого-то адекватного выхода. Сильное напряжение постоянно удерживается. И многие люди, чтобы унять или снять злость, мы видим физические телесные проявления, сжимают руки, кулаки, сжимают челюсти, зубы, скрипят зубами, в порыве ярости могут разбить предметы, бьют посуду, таким образом выпускают хоть как накопленную агрессию. Привычка грызть ногти имеет ту же основу, но такой человек не позволяет себе внешних разрушающих действий, а вот так пытается снять накопленное напряжение. Конечно же, стресс – следующая причина. Острая стрессовая ситуация чаще всего провоцирует появление невроза, а если она перешла в хронический стресс, хроническое напряжение, то может и часто проявляться в разгрызании ногтей и иногда кожи вокруг ногтей, кончиков пальцев. Таким образом, человек пытается успокоить, выйти ненадолго из состояния хронического стресса. Тревога. Страхи, опасения, вот эта постоянная тревожность, то есть заставляют человека вернуться в детскую позицию, такой регресс в детство. Да? Ногти, кроме агрессии же, имеют еще функцию защиты, и не умея себя защищать самостоятельно, не ощущая себя защищенным по жизни, не умея опираться на себя, взрослый человек применяет детские механизмы, неосознанно начинает грызть ногти. И часто такие люди даже не могут вспомнить
вспомнить, да, почему они разгрызли ногти именно сейчас, почему они начали грызть прямо сейчас. Здесь сложнее найти запускающую ситуацию, потому что уже много накопленного и много внутреннего хронического состояния, которое длится годами. И здесь нужна более глубинная работа с поиском механизмов совладания, а именно как человек преодолевает препятствия и трудности в своей жизни, насколько он опирается на себя, это работа с самооценкой. Да, мы все равно ищем запускающую ситуацию, когда в тот момент, когда человек начал грызть ногти, у него поднялась тревога. Эти ситуации называются триггерными, да, то есть что-то запустило. Они обычно только на поверхности сигналят о том, что происходит глубоко внутри человека. Но отсюда тоже уже можно раскручивать клубочек, о чем человек тревожится, что вызывает его тревогу и какие у него есть механизмы, чтобы справляться. Пока работает только детский механизм. Размышление над проблемой есть такая причина обгрызания ногтей. Когда нужно сосредоточиться, очень многие люди грызут карандаши, там, ручки, кто-то рвет бумагу, рисует на бумаге какие-то незначащие рисунки, дергает себя за волосы, а кто-то грызет ногти. И все-таки мы понимаем, что это связано с нашими глубинными темами, если это конкретно про ногти. Да? Это будет агрессия, защита, но очень часто, когда возникают вот такие нервные, навязчивые движения в размышлениях над проблемой, считается, что это присуще перфекционистам, то есть людям, которые хотят делать все идеально. И их очень волнует оценка окружающих результатом их действий, да, их достижениями. Вот такие люди будут иметь какие-то вот такие нервные способы, чтобы сосредоточиться на решаемой проблеме. Конечно, привычка из детства. Мы не можем исключать, что грызение ногтей может остаться просто как привычка из детства. Да? Но, тем не менее, это все равно привычка, оставшаяся во взрослом возрасте, будет иметь уже взрослые какие-то причины, то, что происходит в жизни у человека, и что-то происходит. Просто привычка осталась, когда человеку нужно расслабиться, успокоиться, сосредоточиться. Он по привычке, по детской привычке начинает грызть ногти. Да, есть такое понятие, как психические расстройства. Это уже некая грань, такая пограничная грань к психическим состояниям, психическим расстройствам. И здесь мы обращаем внимание на то, как человек пытается нанести себе вред или какое-то увечье, да, самоповреждение. Насколько его привычка грызть ногти действительно болезненно, насколько сильно это происходит, доходит ли это до состояния увечья, есть ли другие какие-то у человека механизмы нанесения себе повреждений, да, не только съедать в мясо там свои пальцы, но, может быть, резать руки, ноги специально, другие части тела, наносить себе ожоги и так далее. В данном случае, конечно, мы уже еще более серьезно относимся к этой привычки и понимаем, что нужна квалифицированная помощь невролога или психиатра. Решение проблемы. Какие у нас могут быть решения проблемы в проблемах с ногтями? Конечно, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, что именно привело к этой данной проблеме именно у этого человека, то есть историю его жизни, историю его методов, механизмов, реакций на происходящее. Но в целом решение проблемы с ногтями заключается в балансировании. Балансирование, выстраивание защиты, да, в первую очередь понимание, да, этой темы защиты со стороны самозащиты. И здесь как человек в первую очередь в жизни, да, какие у него есть механизмы, и, естественно, они не адаптивные, скорее всего, если человек, у него есть проблемы с ногтями, не только обгрызание, да, грибок, деформация ногтевых пластин. Мы понимаем, что здесь нужно копать в сторону этих тем, насколько человек умеет защищать
себя, насколько он умеет расширять свои границы, да, защищать свои границы, не опираясь на других людей, или насколько сильно он ждет от других людей вот этой самой защиты и без его собственных усилий. То есть здесь у нас могут быть, мы можем увидеть два основных механизма поведения. Человек ощущает себя такой беззащитной жертвой среди других людей или обстоятельств, и чувствует, что вокруг него одни агрессоры, которые на него постоянно нападают, а он такая жертва. Или полярный механизм, человек сам становится агрессором, постоянно нападая на других людей. Из серии «Лучший способ защиты» – это нападение. То есть психологические проблемы, которые здесь нужно решать, это работа с агрессией, как человек умеет выражать свою злость, адекватные методы управления своей агрессией, умение выразить свою злость и при этом не испортить отношения. И вторая тема – это выработка умения защищать свои границы, способность опираться на себя в трудных ситуациях, умение отстаивать себя, свое мнение. Конечно же, как мы видим, все эти вопросы, эти проблемы, эти механизмы и реакции формируются в отношениях. И в большинстве случаев это отношения с близкими, значимыми людьми в жизни человека. Ну, а не просто со всеми окружающими или вообще с людьми. Что еще у нас может быть, какие темы по ногтей? Да, ногти часто говорят о том, что есть какие-то другие заболевания, то есть проблемы с ногтями могут быть вызваны другими основными заболеваниями, и есть такие простые диагностики, которые говорят просто, что если хорошая здоровая ногтевая пластина, хорошее состояние здоровья, да, там укороченный плоский ноготь, заболевания сердца, сосудов, выпуклый утолщенный ноготь, проблемы с сердцем, позвоночником, легкими, печенью, искривленная поверхность ногтя, заболевания дыхательной системы. Ноготь похож на трубочку, да, здесь мы можем подозревать онкологические заболевания, вогнутый внутрь ногти, анемия, кожные заболевания, нарушения в каком-то обмене веществ, проблемы с щитовидной железой, расщепленные на концах ногти, да, здесь, скорее всего, инвазия, то есть это глисты, какая-то инфекция, опять же, размножение грибков в организме, которые еще где находятся в других местах, да, где-то внутри, обгрызенные ногти, невротическое состояние. И да, есть такая тема, что это может быть говорить о хроническом гастрите, заболеваниях позвоночника, и ногтевая пластина напоминает треугольник. Это, конечно, очень упрощенная схема, но тем не менее нам важно помнить, что ногти сами по себе могут еще сигналить о заболеваниях других органов и систем в организме. И тогда с точки зрения психосоматики мы рассматриваем уже не сам ноготь, хотя эти темы защиты и агрессии мы все равно имеем в виду, потому что страдают ногти, но тем не менее мы переходим к анализу психологических тем, расстройств других систем и органов, других заболеваний, имеющихся у человека, о которых он, может быть, даже еще и не знает. Да. Но здесь тоже небольшая табличка, о чем могут говорить изменения на ногтевых пластинах, там тонкие бледные ногти, анемия, пожелтевшие, очень часто говорят, что печень не в порядке или там что-то с желудочно-кишечной системой, бугристые, да, в организме есть инфекция, множественные белые полосочки, точечки, да, здесь не хватает каких-то микроэлементов, черные крошащиеся ногти, грибки, ломкие, да, какая-то анемия, не хватает каких-то витаминов, да, в организме, но мы помним, что любые анемии связаны, конечно, с состоянием психики человека, таким депрессивным состоянием. Поэтому, когда у нас есть любые изменения в ногтевых пластинах, не только грибковые, на что все больше всего обращают внимание, когда есть вредные привычки, связанные там с обгрызанием ногтей, обращаем на это более серьезное внимание, чем обычно люди склонны обращать на ногти, пытаясь просто вернуть часто им внешнюю красоту и не задумываясь о глубоких психологических темах, которые лежат под изменением ногтевых пластин.